Здравствуйте. Друзья, после путинского интервью Карлсону складывается такое ощущение, что Путин недосказал, недоответил, недовскрыл суть основного карлсоновского вопроса. Вопроса о том, почему он, Путин, напал на Украину. Вопроса, интересующего многих, особенно в 10-ю годовщину Евромайдана и 2-ю годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. В ответ от Путина мы услышали историю про Рюрика, призванного новгородцами, историю про Богдана Хмельницкого, присягнувшему московскому царю, историю про Ленина, создавшего Украину, историю про величайшую по версии Путина катастрофу 20-го столетия, распад Советского Союза, и историю про госпереворот на Украине. Затем Путин рассказал про укронацистов, сотрудничавших с фашистами в годы Второй мировой войны, про НАТО, обманувшую Путина и расширившуюся на восток, и, наконец, сказал, что целью войны является денацификация и демилитаризация Украины. Но в результате и в конечном итоге вопрос Карлсона о том, что же является той причиной, из-за которой Путин напал на Украину, так и остался без ответа. Осознал ли это Путин? Похоже, что да. Зачем понадобилось Путину иметь демилитаризованную и денацифицированную Украину, оставшуюся без части своих территорий? Боится ли Путин Украины? И боится ли он НАТО? По большому счету, не очень. Но все же Путин по какой-то причине не увидел для себя другого выхода, кроме как напасть на Украину. Чего же на самом деле боялся Путин, нападая на Украину в 2022 и чего он продолжает бояться в 2024, продолжая убивать граждан Украины? Если такая причина, и будет ли она, эта причина, устранена в случае заключения мирного договора между Украиной и Россией с признанием законности незаконной аннексии России оккупированных украинских территорий? Такая причина есть, и именно она, а не история про Рюрика с Богданом Хмельницким, и не история про нацистов с коммунистами и Лениным, пугают Путина, а то, что он, Путин, может лишиться власти. Лишить власти Путина может только один субъект. Это российский народ. Задавленный путинским террором российский народ. И именно этого своего соперника, российский народ, Путин решил измазать в крови украинцев. В крови тех, кто добился заключения ассоциации с Евросоюзом и изгнал Януковича, препятствующего этой ассоциации, подняв абсолютно законно всенародное восстание, которое Путин пытался и пытается дискредитировать, называя его, это восстание, то есть Евромайдан, госпереворотом. Для предотвращения и подавления народных волнений и демократических процессов внутри России, могущих так же, как это случилось в Украине с Януковичем в 2014, привести сегодня к свержению власти Путина, Путин и стравил украинцев и россиян, и именно поэтому он 24 февраля 2022 года и развязал позорную войну России против Украины. Достигнет ли Путин реальной цели своей военной спецоперации? Спецоперации, направленной не против укронацистов и милитаризации Украины, не за денацификацию и демилитаризацию Украины,
а против прецедента Евромайдана, воочию продемонстрировавшего миру, и в том числе и России, что народ путем реализации своего права на прямую непредставительскую демократию может добиться реализации своей воли, несмотря на сопротивление представителей органов, представительских органов власти, таких как президент, премьер-министр, поддерживаемых силовиками. Российская агрессия против Украины – это не антифашизм и даже не антисатанизм. Это организованный Россией и длящийся с 2014 года анти-Евромайдан, направленный на подавление воли украинского народа, воли, направленной на вступление Украины в Евросоюз. Российская агрессия против Украины – это фактически анти-Евросоюз. Путин в своих речах сетует о том, что якобы Украину хотели превратить и превратили в антироссию. Но во времена Евромайдана Украине на Россию было глубоко плевать, а вот России на Украину нет. Поэтому Путину, отвечая на вопрос Карлсона, следовало бы ответить честно, сказать, не приплетая истории про Рюрика с Богданом Хмельницким, а сказать прямо о том, что российская военная спецоперация на Украине – это просто-напросто анти-Евромайдан в исполнении Путина и российской армии. Итак, друзья, отбросив эфемерный фантом вымышленных причин начала в 2022 году войны России против Украины в виде денацификации, денатофикации и антироссийскости Украины, Путину стоило бы честно, как на духу, ответить Карлсону, что на самом деле реальная причина вторжения России в Украину является не денацификация с демилитаризацией Украины, а организация России анти-Евромайдана, то есть вооруженного противодействия реализации воли украинского народа на вступление Украины в Евросоюз. Победит ли Украина Россию в этой войне? Конечно, да. Когда и какой ценой? Сейчас ответ на этот вопрос дать сложно, но независимо от этого, победа Украины в этой войне неизбежна. Дело Украины правое. Украина победит.